Доброго времени суток, друзья! С вами канал Энергия Таро, и сегодня мы с вами поговорим про перевал Дятлова. Гибель туристической группы Дятлова – одно из самых загадочных и жутких расследуемых дел XX века, случившееся в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на Северном Урале, когда при невыясненных обстоятельствах погибла группа туристов, возглавляемая Игорем Дятловым, состоящая из 9 человек. Обнаруженные впоследствии тела туристов говорили о повреждении всех внутренних органов и внутреннем кровотечении при практически отсутствующих внешних повреждениях. Что же на самом деле убило 9 человек? Почему 10-й член группы отказался от похода и тем самым избежал участи всех остальных? Давайте выясним сегодня, что случилось, выясним некоторые обстоятельства дела и некоторые характеристики личности тех людей, которые были тогда в походе. Первый вопрос. Единственный оставшийся в живых из участников похода Юрий Юдин отказался от дальнейшего прохождения по причине якобы защемления седалищного нерва. Вопрос. Правда ли то, что у Юрия Юдина действительно болела нога, и он отказался от похода с группой Дятлова именно по причине больной ноги? Карты, здравствуйте. Сегодня у нас карты черной воды. Вопрос. Правда ли, что у Юрия Юдина действительно болела нога, и он отказался от похода с группой Дятлова именно по причине больной ноги? Правда ли, что у Юрия Юдина действительно болела нога? Да, что-то болело. У нас тут карта звезда, и девушка сидит и хватается за ноги. Да, действительно было больно. Он мог не ходить, он мог только ездить верхом. Да, тут нам показывает шестерочка жезлов. Действительно, он мог передвигаться только на чем-то, но там это было невозможно. В всех условиях это было просто невозможно. Тут нам показывают коня. Действительно, он сидит, болят ножки у него, и он не знает, что делать дальше. Мечтает как бы о походе, он действительно мечтал пойти с ребятами, но по шестерочке жезлов тут говорится о том, что я могу передвигаться только на чем-либо. На коне, да, здесь показывается, да-да-да, то есть мне больно, и я физически не могу по карте сила, то есть мне больно до такой степени, что я могу свалиться и упасть где-то, да, и вы будете меня нести, то есть ноги у него действительно болели. Но вот давайте выясним, знал ли что-то Юрий Юдин, что может что-то случиться с группой. Наверное, если хотел пойти, скорее всего, не знал. Давайте выясним. Знал ли что-то Юрий Юдин, что может что-то случиться с группой Дятлова? Знал ли что-то такое Юрий Юдин, от чего отказался пойти с группой Дятлова? Понятно, что у него болела нога, действительно было защемление седалищного нерва. Знал ли Юрий Юдин, что что-то могло случиться с группой Дятлова? Нет, для него это была загадка, для него это был абсолютно какой-то злой рок, да, по Луне он ничего не знал, это было затуманено. Это знали только определенные лица, и определенные лица, кстати, в группе. Здесь показана группа волков, и здесь еще показана собака, как затаившийся такой спецагент, скажем так, в группе, да, кто-то из группы Дятлова точно знал, но это был не Юрий Юдин, для него это была загадка, для него это был вообще перформанс какой-то. Когда он узнал, когда он действительно понял, что ребята погибли, да, для него это был какой-то страшный суд. То есть он этого не знал, действительно не пошел по причине больной ноги. Был сериал про Дятлова, где я знаю точно, что Юрия Юдина выставили каким-то таким человеком, который якобы все знал, да, который якобы все знал и жалел ребят, то, что они пошли туда, да, в этот турпоход, но ничего не мог сделать. На самом деле Юрий Юдин ничего не знал, действительно покинул группу по причине больной ноги. Очень ребятам сочувствовал, очень ребятам сопереживал. Следующий вопрос. Официальная версия, для чего дятловцы пошли на перевал, это повышение уровня спецподготовки, якобы своей классности, достижение определенного уровня среди туристов. Руководителем группы выступал Игорь Дятлов. Давайте теперь узнаем характеристику личности Игоря Дятлова. Меня интересует несколько лиц. Это был Юрий Юдин, Игорь Дятлов, и там еще будет Золотарев у нас, да? Назовите мне, пожалуйста, карты, характеристику личности туриста, который погиб в феврале 1959 года, Игоря Дятлова. Характеристика личности Игоря Дятлова. Сила. Сила – это человек, который лезет на рожон. Сила – это человек, который сражается до последнего, до последней капли крови, скажем так. Сильный человек, сильный духом, воспитанием, цели какие-то свои преследует определенные, да, и к этим целям стремится и идет. И ни перед чем не остановится. А вот здесь человек, который ни перед чем никогда не останавливается. Действительно сильный, действительно храбрый, действительно человек, который ведет свою команду к каким-то целям, и ему не страшны никакие препятствия.
Но сила, чем она плоха, да, по характеристике личности именно? Человек не видит границ, человек не видит каких-то устоев моральных даже, да, или каких-то физических границ не видит, и прет, да, прет напролом, скажем так. Когда человек имеет, скажем так, какие-то границы и видит то, что вот сюда соваться нельзя, то действительно человек спасает себе тем самым жизнь. А вот здесь у человека отсутствовали эти границы. Он шел и вел за собой других участников и не видел какой-то опасности в этом, понимаете? Вот здесь вот об этом речь. Я иду и борюсь до крови. Но здесь вот человек действительно не собой, не дорожил, да, в плане того, что ему нужно достигнуть каких-то высот определенных, ни группой своей не дорожил, потому что действительно он был ответственен не только за себя, но и за свою команду, потому что вел их к определенным каким-то вершинам, скажем так, которые нужно было покорить. Вот карта сила говорит как раз о мужестве, о целеустремленности, но о том, что человек не видит каких-то границ и прет за пределы недосягаемости или туда, куда, скажем так, не ступала нога человека, куда идти не рекомендуется. И вот здесь карта сила говорит об этом. Это характеристика личности Игоря Дятлова. Цель похода Игоря Дятлова. Совпадает ли цель похода Игоря Дятлова с официальной версией? Что он хотел дойти до определенного уровня в области туризма, повысить свою классность и вывести группу на определенный уровень? Или цели у Игоря Дятлова все-таки были другие? Совпадает ли цель похода Игоря Дятлова с официальной версией? Или у него были какие-то другие цели в этом походе? Совпадает ли цели Игоря Дятлова с официальной версией? Что-то скрывает. По четверке пентаклей здесь были еще какие-то определенные цели. Такое ощущение, что нужно было кому-то что-то передать. Четверка пентаклей, человек отдает что-то кому-то, держит весы у себя в руках, да, по справедливости. Я считаю, что это справедливо. То, что он делал, он считал, что он делает во благо. Во благо не только себе, но и во благо очень многим людям. Да, здесь человек справедливый, держит весы, но в итоге случилось какое-то препятствие, случилась кровь. Да, здесь карта окроплена кровью полностью. Шестерка пентаклей говорит о том, что человеку нужно было что-то передать. Он что-то с собой нес какую-то тайну в себе, и можно сказать, что физически что-то с собой нес, что-то переносил. Он что-то знал определенно, и у него были какие-то другие цели. Да, конечно. Луна говорит нам о том, что он как раз являлся одним из тех людей, одной собакой, да, здесь несколько собак, а здесь раз, два, три собачки, и остальные все волки. Волки не знают о том, что происходит в стае, о том, что в стае есть собаки. Вот они, да, раз, два, три. 3 собачки, как я понимаю, да, 3 собачки. Волки не знают о том, что в стае есть собаки, они их не видят, они не подозревают, что в стае есть враги. И поэтому он и кто-то еще из команды знали и что-то переносили для кого-то. Нужно было что-то для кого-то перенести и что-то кому-то передать. Так вот, цель основная была не повышение классности для Игоря Дятлова, а что-то передать, что-то скрыть, что-то сокрыть, что-то неведомое. То, что не знала вся команда, допустим, да. То есть основная его цель была вот как раз встретиться с кем-то и что-то кому-то отдать. И он считал, что он делает это во благо не только себе, но и всей команде. Следующий вопрос. Знали ли другие участники группы Дятлова, что Игорь Дятлов преследует эти цели, что-то кому-то передать? Ну, определенно, там были еще люди, да, которые знали. Но давайте все равно зададим этот вопрос. Знали ли другие участники группы Дятлова, что Игорь Дятлов преследует цели, что-то кому-то передать и скрыть от других, да, участников? У меня карты прямо аж упали, секундочку, друзья мои. Вот эти карты, которые упали, я вот так вот положу. Так, карта мимикрии, карты притворства. Какая-то женщина знала, да, 100% она держала это у себя. Мужчина и женщина, да, здесь 2 человека. 2 человека скрывали что-то. Карты мимикрии притворялись, да, скрывали что-то. Женщина какая-то скрывала тайну, и рыцарь жезлов, и какой-то мужчина, да, скрывал что-то и нес эту тайну в себе, скажем так, да. И паж кубков, то есть здесь 3 человека в команде притворялись, карты мимикрии, скрывали в себе по 8 мечей то, что скрыто, притворялись, в дураках других держали. И опять карта мимикрии. 9 пентаклей. 9 пентаклей, паж кубков говорят о притворстве. 3 членов бригады группы Дятлова знали, что Дятлов должен что-то кому-то передать, но скрывали, молчали, держали всех остальных в дураках, держали всех остальных в неведении. По 9 пентаклей и по пажу кубков это карта сокрытия, карта мимикрии, карта притворства, подстраивания друг под друга. У каждого из этих членов туристической группы есть в руке какая-то тайна. У кого-то есть жезл, у кого-то есть кубок, у кого-то есть пентакль, да, и каждый скрывает что-то от всей команды. Трое человек в команде знали, какие на самом деле преследуют цели Игорь Дятлов, ну и кто-то еще, да, из его команды, сейчас узнаем.
Преследовали ли участники группы Дятлова другие личные цели в походе, помимо той цели, что известно всем официально? Да, мы только что выяснили, что да, у них были какие-то общие цели у троих участников в команде. Какими были отношения друг к другу в группе Дятлова? Говорили, что они часто ссорились. Какие отношения у ребят в группе Дятлова были друг к другу? Десятка пентаклей. Преследовали какие-то общие цели. Тут ощущение такое, что была какая-то аддикция, была какая-то зависимость. То ли зависимость друг от друга, то ли им выгодно было как-то друг с другом сотрудничать. Здесь не совсем о дружбе речь. Десятка здесь переход к новой жизни. Десятка, если вот мы будем вместе, если мы что-то вместе сделаем, да, возможно, это какие-то благородные цели. Я не говорю, что если присутствует аддикция в группе, в любом случае каждый друг от друга что-то ждет, когда друг с другом общаются, да, есть в любом случае какая-то выгода. С невыгодным человеком, ну, общаться смысла никакого нет, да, в целом. Дружите вы тоже по какой-то определенной выгоде, да, этот человек мне интересен, этот человек мне выгоден в какой-то степени, и я с ним дружу. Вот здесь вот у каждого члена бригады была какая-то выгода друг к другу, а у кого-то даже друг к дружке была зависимость, то ли у двоих, то ли у троих людей. Вот здесь вот понять вот сложно. Здесь как зависимы друг от друга. И какое было отношение друг к другу в коллективе, какая-то зависимость присутствовала в коллективе, и что-то друг от друга хотели, да, то ли какие-то деньги, то ли какую-то выгоду получить. Вот здесь вот в голове у членов экипажа была совсем не дружба, а была все-таки скорее какая-то выгода. Вот здесь вот об этом речь, друзья мои. Какими были отношения друг к другу? Зависимыми, созависимые отношения друг к другу каждому члену команды. Каждый что-то друг от дружки хотел, и каждый чего-то ждал в конце, возможно, этого туристического похода. В группе Дятлова был некто Золотарев Семен, самый загадочный персонаж во всей этой истории. Появляется из ниоткуда, напрашивается в группу. Был самый старый, я говорю, это 38 лет, старше всех гораздо, я хотела сказать. Не имел ни с кем никакого отношения до похода, по крайней мере, так говорят. То есть каким-то образом напросился в группу, каким-то образом его взяли, хотя он не являлся студентом Уральского политехнического института. Вопрос. Характеристика личности Семена Золотарева. Кто же такой был этот Семен Золотарев, который пошел в туристический поход вместе с Игорем Дятловым? Характеристика личности Семена Золотарева, погибшего вместе с группой Дятлова в феврале 1959 года. Характеристика личности Семена Золотарева. Что за человек такой? Смерть, карта трансформатора, да? Карта достигатора, карта человека, который все время своей жизни что-то меняет, не стоит на месте. Такие люди очень часто создают какие-то казусные ситуации в жизни других людей и перестраивают все вокруг себя и вокруг других людей, которые вертятся вокруг них, собственно говоря. Это карта постоянной трансформации. Постоянная трансформация чем плоха? Тем, что человек никогда не сидит на месте, ищет постоянно приключения на свою пятую точку и тем самым вовлекает в эти приключения, пусть они даже не всегда стандартные и не всегда хорошо заканчиваются, тех других людей, которые находятся вокруг них. Вот здесь вот карта трансформации как раз говорит, скорее всего, о том, что Семен Золотарев принимал активное участие с Игорем Дятловым и с кем-то еще, с какой-то еще женщиной, да, вот трое из них вот знали, что происходит и к чему они идут именно в этот поход. И вот такое ощущение, что здесь одним из главных был Семен Золотарев. Почему? Потому что он тут хотел что-то трансформировать. Что-то здесь происходило, потому что его душа — это душа потемки прямо. Душа как тайная какая-то. Тут такое ощущение еще по смерти. Здесь человек очень много думает и очень мало говорит, как будто бы скрывает все в себе. Очень все покрыто тайной, каким-то мраком. И он никогда точно не скажет вам, такой человек точно не скажет вам, что он на самом деле чувствует и что он на самом деле думает. Да? Он скрывает о себе все свои мысли, все свои сокровенные желания какие-то, да, и карта постоянно что-то трансформировать, постоянно что-то новое открывает, какие-то новые открытия. Возможно, он шел в этот поход для того, чтобы открыть для себя что-то новое. Возможно, я сейчас на него наговариваю. Но мы сейчас это посмотрим. Карта смерти — это очень непростая карта, карта человека, который постоянно носит в себе какие-то переживания, какие-то трудности, какие-то невзгоды, да, какие-то секреты, никому ни с кем не делится. А и 13-я карта — карта человека, который все время постоянно не сидит на одном месте, не сидит на одной работе, не встречается с одной женщиной долго. У него нет постоянных друзей каких-то, нет постоянного места жительства. Он перемещается, он кочует все время, и его такая жизнь устраивает. Ему так нравится, ему так выгодно зачем-то. Это характеристика личности Семена Золотарева. Следующий вопрос. Цели, для которых Семен Золотарев отправился в поход с Игорем Дятловым. Какие цели были у Семена Золотарева, который отправился в поход с Игорем Дятловым? Какие цели от похода были у Семена Золотарева, который отправился в поход с Игорем Дятловым? Цели, преследуемые цели. Сейчас я все вытяну.
6 карт, и мы посмотрим с вами, да. Загнать зверьков в угол обманом каким-то, да, и привести себя к победе. Вот тут такое ощущение. Тут как будто бы он должен был людей привести куда-то. Загнать силой, ну тут он не силой, он не физической силой, потому что ребята сами собирались, да, в поход. Тут такое ощущение, как будто он должен был вот как-то их обманом, что ли, привести как-то. Да, рассказываю, друзья мои. Тут все на самом деле карты указывают на обман с его стороны, да. Тут привести, как-то заманить по силе, выйти победителем из этой ситуации, как будто бы собрать несколько душ, да, 5 кубков, собрать несколько душ, уйти во своязи. Тут что-то ему нужно было отдать. Чтобы что-то получить, человечек держит цветок, нужно было что-то отдать. Кубки – это эмоции, кубки – это душу, кубки – это чувства. Выйти из этой ситуации победителем, такое ощущение, что Золотарев Семен, он знал кого-то из членов бригады туристической группы Дятлова, кого-то знал до того, как его привели и познакомились со всеми. То есть кто-то уже знал. То есть вот эта девушка, да, про которую я говорила, и сам Дятлов уже знали Семена Золотарева до этого, до того, как его привели и познакомились с ними. Заманить, как-то запутать, как-то обмануть. Тут 2 карты обмана, 7 кубков, надеть на них розовые очки. 9 пентаклей говорит о мимикрии, о подстраивании под людей. 8 мечей говорит о том, что нужно было как-то их поставить в ту неловкую ситуацию, из которой они не могли выйти. И кому-то отдать эти души. То есть как тут немножко попахивает жертвоприношением, но это немножечко не то. Тут он кому-то должен был этих людей передать, скажем так, да, по силе, по 8 мечей, по 5 кубков. И выйти из ситуации победителем, но в итоге он сам погиб. Вот так вот интересно получилось, да, то есть свидетелей как будто бы не оставляем. Каким-то людям должен был передать. Но мы сейчас посмотрим, это люди, это какие-то мистические существа убили, да, группу Дятлова. Мы сейчас еще к этому вернемся. Но здесь ощущение, друзья мои, что Семен Золотарев знал вот этих вот хотя бы 2 членов туристической бригады, это Игоря Дятлова и какую-то женщину. До этого, до того, как его познакомили. И по силе, по 8 мечей он должен был заманить как-то их в определенное место, обмануть, да, надеть на них розовые очки, привести их куда-то и избавиться от них, чтобы что-то получить взамен, выйти из ситуации победителем. Но в итоге, как я уже сказала, да, и как вы все знаете, он сам погиб. Следующий вопрос. Группа Дятлова погибла из-за Золотарева? Давайте прямо зададим вопрос. Мы хотя бы выясним, из-за него, не из-за него, да, погибла ли группа Дятлова из-за Семена Золотарева. Нет, он был пешкой. Паш Пентакли говорит о том, что это всего лишь пешка. Он должен был их просто куда-то привести, и, возможно, отдать. Возможно, не души, возможно, их просто кому-то передать должен был. Или их передать каким-то материалом, скажем так. Он был всего лишь пешка в этой большой игре. Я всего лишь пазл, я всего лишь кусочек в этой большой игре, да, то есть я не играю здесь какой-то важной роли. Вот здесь об этом речь говорится. Да, я всего лишь жертва, я повешенный. Повешенный – это виктивность, это состояние жертвы. То, что мне говорят, я то и делаю. Я туда их и привел. Туда, куда надо было. Такое ощущение, что Семен Золотарев как будто бы это все затеял. Но здесь очень много лиц стоят, которые привели ребят именно к тому месту, где они погибли, скажем так. Да, и Семен Золотарев всего лишь песчинка в этом море мироздания, скажем так. Да, и он действительно знал, куда он ведет ребят, что с ребятами будет, но он не знал, возможно, что они все погибнут. Вот здесь об этом речь. Потому что Семена Золотарева, как тут выяснилось, тоже обманули. Он всего лишь жертва во всей этой большой игре. Где на самом деле погибла группа Дятлова? На горе мертвецов, там, где их тела были обнаружены, или где-то в другом месте. Потом посмотрим, кто убил, да, группу Дятлова и почему их убили. Самые такие важные моменты, самые такие важные вопросы. Мы выяснили, что некоторые члены бригады знали о том, куда они идут. Им нужно было что-то кому-то передать. И, скорее всего, кому-то это людям. Да? И здесь вряд ли мистические существа какие-то замешаны, но мы все-таки посмотрим. Где на самом деле погибла группа Дятлова? Там, где их тела были обнаружены, группа Дятлова погибла там, где их тела были обнаружены, или в каком-то другом месте. Да, рыцарь жезлов говорит нам о том, что действительно несколько человек погибли именно там, где их тела были обнаружены. Тут конкретно несколько, тут говорится про всех, да, членов бригады, скажем так. И только один вышел, это Юрий Ютин, да, 5 кубков, говорит о том, что действительно там, где их тела были обнаружены, там ребята и погибли. Но тут ощущение такое, что... Сейчас, секундочку, друзья мои. Тут ощущение такое, что что-то было проделано, да, с телами. Тут вот как 6 жезлов нам говорит о том, что как куда-то их увозили, и по иерофанту что-то тайное происходило с телами. Куда-то их увезли, что-то тайное происходило с телами.
действительно, ребята погибли именно в том месте. Рыцарь жезлов нам об этом говорит. Да, все ребята погибли именно в том месте, в каком нам показали. Пятерку кубков говорит, кроме одного единственного члена бригады, это, соответственно, Юрия Ютина. Но такое ощущение, что после смерти шестерка жезлов, как ребят куда-то увезли, и что-то тайное над ними происходило. Что-то тайное происходило. Четверка кубков говорит о том, что тела уже, тут не разложившиеся, а тела уже поврежденные, как вот положили обратно. Вот, да, кубок обратно кладут. Уже не живые, уже мертвые, уже поврежденные тела, уже с ссадинами, уже с кровоподтеками, как положили обратно для того, чтобы такое ощущение скрыть какие-то следы преступления. Вот здесь об этом речь. То есть, да, действительно, ребята погибли именно в том месте, но ощущение, что с ними проделали какие-то манипуляции тайного характера по иерофанту. Здесь еще ножнички у нас, тайна, которая сокрыта, их как положили обратно на то место, откуда взяли. Вот речь об этом. Кто убил группу Дятлова? Люди или мистические существа? Тут все очевидно, что все-таки люди, да, потому что забрали, положили обратно. Мистические существа такого не будут делать. Какие-то там снежные люди, йети, если что-то такое их убило, да, или какие-то духи гор. Кто убил группу Дятлова? Люди, мистические существа. Да, мистические существа, здесь говорится о том, что люди, которые убили по Луне группу Дятлова, не совсем люди. По колеснице мистических существ здесь не было, но по колеснице это не совсем люди, это берите выше, это куда больше, чем люди. Они шагнули вперед. Колесница – это шаг вперед. Они шагнули вперед, и на их руках слишком много крови, чтобы называть их людьми. Вот об этом нам говорят карты. Здесь мистические существа абсолютно не замешаны. Здесь по Луне, опять эта карта выходит уже который раз, несколько людей, членов бригады Игоря Дятлова знали, как я уже сказала, да, включая Игоря Дятлова и Золотарева, о том, что происходит и куда они идут. И по Луне здесь говорится о том, что люди, которым эти 3 человека доверяли в туристической бригаде, они как раз-таки их и убили. Кому эти люди шли, те их и убили. С кем у Игоря Дятлова и у Золотарева была какая-то общая тайна, вот эти люди их и умертвили. И это не совсем люди, это берите выше, как я уже сказала. Это какие-то нелюди. Это нелюди, на чьих руках очень много крови, и кто шагнул далеко вперед от обычных людей. Мы с вами такими людьми, допустим, не являемся. Даже обычные убийцы не являются такими людьми, как эти, кто убил группу Дятлова. Это действительно были люди. Это были спецслужбы какие-то. Там была версия про заключенных и была версия про местных жителей, которые могли нанести увечья. Это были местные жители горы мертвецов. Нет, местные жители по трансформации, по смерти здесь не могли убивать. Тут такое ощущение, как по смерти запрет, как запрет. Мы не трогаем. То есть мы не трогали, мы не убивали. Смерть говорит нам о том, что это запрет. Мы отвернулись от этого. Смерть отворачивается, смерть уходит. Это трансформация. Это не местные жители. Это были спецслужбы. Да, это были спецслужбы. Туз мечей говорит нам как раз об этом. Спецслужбы, над кем стоит кто-то еще выше, и кто их рукой, скажем так, совершает вот эти вот убийства. На их руках много крови, как я уже сказала. И их руками кто-то совершает эти убийства. Туз мечей говорит о том, что действительно это были спецслужбы. Это были сбежавшие зэки. Давайте мы посмотрим все-таки. Мир, нет, сбежавшие заключенные, как говорили, сбежавшие заключенные были в заключении. Никаких сбежавших заключенных, никаких зэков, как там говорилось, не было. Карта Мир говорит о том, что заключенные находились там, где им положено было находиться. Все-таки здесь замешаны спецслужбы по тузу мечей, а по смерти это не могли быть местные жители. Местные жители говорят о том, что мы отвернулись от этого, то есть мы этого не делали, мы отворачиваемся. Смерть отворачивается, смерть говорит о трансформации и о том, что этого быть не могло. Здесь действительно были замешаны люди, к которым шла группа Дятлова, которым намеренно шла что-то отдать. Какова причина, по которой спецслужбы расправились с группой Дятлова? Какова главная причина, по которой спецслужбы расправились с группой Дятлова, которые убили группу Дятлова? Вы слишком много знали. 3 человека знают. У вас был секрет. У вас в руках рыцарь жезлов, в руках несет жезл на коне, да, вы на коне, вы слишком много знаете. Вы несете какой-то жезл, вы несете какую-то тайну, вы знаете слишком много. 3 кубков. Вы знаете слишком много, и, возможно, потом когда-нибудь вы проговоритесь. Когда-нибудь за бокальчиком вина, да, с кем-нибудь, да, ну это так я утрирую. Вы проговоритесь. 3 кубков. 3 человека, действительно только 3 человека из бригады Игоря Дятлова, я повторюсь уже не раз, да, знали какую-то тайну. Вы слишком много знали, и вас нужно было убирать. Да, по солнышку сработал эгоизм.
эгоизм, зачистка сработала. Солнышко — это эгоизм, это зачистка. Вас нужно было убирать, потому что вы слишком много знали. Вы втроем слишком много знали. И не было пути у других членов команды, скажем так, кроме того, как вас всех убить. Потому что вы втроем слишком много знали, и вы могли всем рассказать. Вы могли всем разболтать. Карта солнышко, мужчина рассказывает что-то женщине, женщина удивляется. Карта солнышко по эгоизму, их убили, и вас нужно было умертвить. Восьмерка мечей, вам нужно было заткнуть рот, вам нужно было завязать руки. А как это сделать? Это сделать можно было только, если вас убить. Очень много крови здесь. Посмотрите, много мечей, много крови. Вы бы рассказали эту информацию всем остальным. Все остальные вместе с вами погибли. Так и должно было быть. И изначально это был такой план по солнышку, по эгоизму. Что-то, видимо, кому-то передали. И действительно, после передачи, после того, как ребята что-то передали этим людям, эти люди их убили. Следующий вопрос: от чего именно наступила смерть членов группы Дятлова? Понятно, что их убили, понятна причина, по которой расправили, что они слишком много знали, чтобы другим не рассказывали. Если одних убили, значит и других тоже нужно убивать. Понятное дело, то, что троих не убить, а других не оставить. Нужно зачистить всю группу, понятно. А от чего именно наступила смерть членов группы Дятлова? Потому что там разрыв внутренних органов и так далее, да, это очень странно. При внешних практически не были повреждены тела. От чего именно наступила смерть? Причина, по которой наступила смерть членов группы Дятлова. Что-то поменялось внутри, был выбор, делать этого или не делать. Ну, тут как поверили, сейчас, секундочку, друзья. Выпили что-то, да? Что-то дали вкусненькое, новенькое, интересненькое. Тут как поменялось что-то внутри. Меняется что-то внутри, из-за чего? Десятка пентаклей. Поменялось что-то внутри. Из-за чего? Из-за яда. Только из-за яда внутренние органы наши меняются внутри. При внешнем абсолютном неповреждении. Был выбор, делать этого или не делать, пить или не пить, ну как поверили. По влюбленным карта доверия. Что-то кому-то дали, и все этот напиток распили. Рыцарь кубков. Да, выпили. Рыцарь кубков, шестерка кубков, и все выпили, да, причем по миру. Попробовали напиток все. Кто-то кому-то напиток передал, и все попробовали. И внутри все поменялось, как изменение внутренних органов. Яд. Можно было пить или не пить, но все как поверили этому человеку, который все это передал. Передал эту выпивку, скажем так, и все выпили. Скорее всего, на морозе, хотели, возможно, согреться, возможно, это был какой-то алкогольный напиток, и по рыцарю кубков это был яд. Смерть группы действительно произошла с 1 на 2 февраля 1959 года. Не совсем. Тут как круглая какая-то дата. Тут круглая, либо пятерка. 5 и 10. С 5 по 10. Вот так вот. С 5 по 10. Тут какое-то ощущение есть, что не все умерли в одночасье. Тут кто-то еще мучился. Кто-то еще боролся за свою жизнь по пятерке жезлов. И тут как не все в одну гребенку. С 5 по 10 число. Тут ощущение есть такое, что как кого-то нашли, как кого-то добили, когда нашли. Понимаете, вот здесь вот речь об этом. Нашли, умертвили, вернее, нашли, добили. И не все умерли в одночасье. Потому что у кого-то был более крепкий организм по семерке жезлов, у кого-то более слабый. Но с 5 по 10 это было не с 1 по 2 февраля. Просто они уже не могли ничего писать в своих дневниках. А возможно, их дневники переписывались. Мы сейчас посмотрим последний вопрос. Переписывались ли дневники? Но тут не все погибли. Во-первых, не с 1 на 2, и не все погибли с 5 на 10. Кто-то умирал медленно, кого-то добили. Тут по пятерке жезлов об этом говорится. Тут должны были всех умертвить. Переписывались ли другими людьми дневники группы Дятлова, для того, чтобы не было никаких улик? Переписывались ли другими людьми дневники группы Дятлова? Да. Королева мечей, королева пентаклей, здесь замешаны люди, конечно, рукопожатные, рукопреклонные, люди представленные, люди высокого чина, скажем так, высокого полета, люди из спецслужб, да, действительно переписывались для того, чтобы никого не уличили, для того, чтобы не было скандала с какими-то звездными людьми, скажем так, не было скандала со спецслужбами. Тут какие-то такие люди высокого ранга стоят, люди на троне. Целуйте мою ручку, семеро. По тузу пентаклей тут королева пентаклей, королева мечей. Здесь какие-то женщины стоят высокопоставленные, которые не со своей легкой руки, скажем так, переписывали все эти дневники, которые приказали переписать эти дневники. Действительно, в дневниках было что-то написано, были какие-то материалы дела уголовного, которые быстренько прикрыли, которые быстренько закрыли. Вот об этом здесь речь. Группу Дятлова убили люди, никакие не мистические существа, их отравили, поэтому были повреждения внутренних органов при практически внешних неповреждениях. Ну, у кого-то там были сломаны ребра, но я думаю, что кого-то там просто добили.
В каждом раскладе есть нюансы, которые не всегда можно объяснить коротко. А в Telegram я выкладываю дополнительные разборы и отвечаю на вопросы. Если хотите глубже погрузиться в тему, подписывайтесь. Ссылку оставила под видео. Ну что ж, друзья, это были все вопросы на сегодня. Задавайте, пожалуйста, вопросы, которые у вас остались по группе Дятлова. Возможно, мы сделаем вторую часть, потому что все вопросы абсолютно невозможно было поместить в первую часть. Мы уже поняли, что группу Дятлова убили люди. Это не были мистические существа, это была какая-то спецслужба, это были какие-то инагенты, которым нужно было что-то передать. Видимо, группа Дятлова, те люди, которые знали, они передали им что-то, и они потом были больше не нужны, слишком много знали. Никаких мистических существ здесь не было замешано. Пожалуйста, пишите в комментариях, пишите в чате. Я вас очень люблю, друзья мои. До новых встреч!